Всем привет! Сегодня я буду смотреть выступление от группы Эпика. Песня называется Tides of Time. Но перед началом я хотела бы сказать ам, несколько слов в честь своего подписчика, который переживает не лучшие времена. К сожалению, ему пришлось попрощаться со своим, можно сказать, любимым другом в виде его любимой собаки. Ее звали Прада, и они были, друзьями уже 15 лет. Это довольно-таки большой срок для собаки. И мне очень грустно то, что из-за болезни пришлось, попрощаться с таким, можно сказать, очень близким членом семьи. Это действительно грустно и сопоставимо так же, как и с утратой, родного человека. Поэтому я бы хотела бы, посвятить эту песню именно этому своему подписчику. You were always there to hold my hand when times were hard to understand. But now the tides of time have turned. They keep changing, seasons range, but you remain the same. A steady heart, a sun to rain. You breathe a light that's shining bright. High above me, autumn gold. Using homes where leaves start to fall. There's a meaning to all that freezing winds will stay by warning words to touch your healing to the hurt. I'll treasure every lesson learned. To the embers, fire flares, precious fire. We will answer the call. There's a meaning to all I see. To sorrow's dreams. Feel the need that can leave us nothing alone. Frail as our beauty in the end, but all we count is sentiment. A memory stays to guide the way. And whispers, don't lose sight, don't deny. Where leaves meant to fall, there's a meaning to all our seasons. To sorrow's dreams. Feel Извиняюсь, то, что, вот в таком месте остановилась, но пока мысли не потерялись, хочу сказать то, что вообще очень достаточно трогательная песня. И в сочетании с оркестром, слушайте, такое ощущение, как будто бы она находится в каком-то, знаете, в какой-то мгле, в конце какого-то туннеля, и там виднеется свет в виде рая, в виде исцеления. И вот в конце она будто бы протягивает нам руку надежды. И я вот слушаю, и знаете, вот бывают такие песни, даже не хочется комментировать, а просто вслушиваться, потому что такие трогательные слова говорятся. И то, что все таки эта песня, можно ли назвать ее личной для людей,
так как, каждый человек в ней видит, свою боль, свою утрату. Очень, конечно, да. И мне очень понравилось высказывание касаемо листьев, то, что мы как листья, которым суждено упасть. Это действительно так, и я тоже так считаю, то, что, как-то так в природе заложено, то, что ничего не вечно, у всего есть свой конец. И также она пела то, что и у любви, тут больше, я так понимаю, что-то больше похожее на утрату человека поется, и это нормально. Мне нравится то, что в песне передается чувство, именно принятия этих чувств, то, что, утрата, и даже если ушел человек из жизни, время все равно идет, и остается, у человека воспоминание и чувство. Вот что вечно. И это очень удивительно, и, как я вижу, у очень многих слушателей это откликнулось. И даже некоторые, возможно, ассоциируют эту песню с какими-то своими тяжелыми моментами в жизни. И да, я бы хотела бы людям, пожелать, которые переживают грустные моменты в жизни, пожалуйста, держитесь. Ам, Жизнь, правда, быстротечна, и в жизни никогда не предугадаешь, что может случиться. Не всегда бывает, что все хорошо, и не всегда бывает, что всегда все плохо. Поэтому держитесь, пожалуйста, верьте в лучшее. Всему есть свой конец. Мы не вечны, и жизнь наша тоже не вечна. Поэтому давайте стараться, все у нас обязательно получится. Ой, у меня даже на душе очень тяжело стало после прослушивания половины песни. Очень-очень такая трогательная и душещипательная, можно ли так сказать? Как будто бы она выворачивает твою душу внутри. У меня такое ощущение сейчас. Guides us through what we know.
это было мило с ее стороны. Очень такое грустное выступление на самом деле. И меня не покидает вот это ощущение. У меня почему-то всегда каждый раз, когда я слушаю эпику, ощущение, как будто, знаете, как будто бы они не из этой земли, не из этой планеты. У них звучание такое вообще какое-то неземное, космическое, что-то на высоком уровне. Очень, знаете, как-то все такое душевное. Через песни они передают именно чувства, какие-то вибрации, которые издают наши чувства внутри. Мне это очень нравится. Надеюсь, правильно я выразилась. Вот что я для себя подметила. И, конечно же, этот шикарный голос, он сопутствует этим чувствам и вот выворачивает все твои чувства внутри или же все твои переживания, какую-то грусть забирает из тебя и гладит по голове и отпускает. В общем, для меня каждое их выступление — это что-то удивительное. И, конечно же, м, хотела бы выразить слова поддержки людям, которые в данный момент, ам, в момент просмотра этого видео, да и вообще в целом даже те, кто, не смотрит мои видео, хотела бы выразить слова поддержки, то чтобы не сдавались, верили то, что в жизни еще много чего хорошего, и то, что у вас все будет обязательно хорошо, и то, чтобы вы понимали, что это жизнь. И я всегда говорю то, что как бы мы ни старались играть по каким-то понятным правилам жизни, абсолютно невозможно их предугадать. Как таковых стопроцентных вариантов правил нету. Вроде бы живешь, вроде бы все хорошо и делаешь как надо, но бывают такие моменты, которые просто откуда ни возьмись случаются. Поэтому я понимаю, к этому никогда не можешь быть готовым, абсолютно никогда. Но тем не менее, нужно в себе оставлять это ощущение и понимание, то, что это жизнь. Мы никогда не знаем, сколько кому отведено и что вообще будет происходить в жизни. Поэтому, пожалуйста, оставайтесь сами у себя, поддерживайте себя и не отпускайте себя. Ам, у нас самих есть только мы должны себя поддерживать и держаться. В общем, все у нас получится. Хотела бы вот так выразить, малейшую, можно ли сказать, поддержку, для вас и, возможно, для зрителей, которые меня не смотрят. Я мысленно передаю хорошие пожелания им, чтобы у всех было все хорошо и чтобы никто не болел. Ах, напишите, пожалуйста, в комментариях ваши мысли об этой песне, об этом выступлении. И мне очень приятно будет, если вы напишите ваше мнение касаемо смысла. Может быть, у вас есть какие-то ассоциации с этой песней и как вы ее восприняли? Потому что, как я поняла, все же тут больше о принятии вот этого смысла жизни, правила, то, что ничего не вечно. Не только человек, а вообще в этой жизни ничего не вечно. Ни цветы, ни птицы, ни животные. У всех есть один конец. Все увядают и умирают. В общем, грустно осознавать, но такова жизнь. Поэтому пишите в комментариях, вместе побеседуем. Мне будет очень интересно с вами поговорить. А я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр. Пока.